предыдущей серии. Железо на шее, камни на тапках, грудь у нее повисла на ее животе, и постояла, поморгала. Поплакали и пошли дальше. Okay, it's nighttime, it's super dark, and you're lying in bed, and you're like, hey, I want to see some stars. But how are you going to see some stars with all these closed blinds in your room? Well, let's open the blinds and maybe we're going to see some stars out today. Дальше еще лучше. Лия Седуакс, не знаю, это французская актриса. Я не знаю, ну что это за платье, ну что это за платье. О боги, это ужас какой-то просто. Тут из катона собрали какую-то шторку, типа это... Белые шторы средней плотности и выше. Это абсолютно универсальный вариант, который подходит везде и всегда. Вот юбка. А опять же, про пропорции вообще никто не думает. Кому те пропорции нужны? Ну, грудь у нее такая статная, ну, не в хорошем смысле грудь статная, а в том смысле, что вот именно грудная клетка у нее какая-то огромнейшая просто, потом провал. Ну, может, это, конечно, ракурс такой, вот то, что я смотрю сейчас картинку, но ужасно. А вы что думаете по этому поводу? Обязательно напишите. Едем дальше. Значит, красненькие платья. Кристен Виг. Нестандартное платьице. Оно, конечно, выглядит интересно, оно притягивает внимание к себе. Это хорошо, что такие платья вообще как бы присутствуют на красных дорожках, потому что иначе обсуждать было бы особо нечего. Ну, такое себе космическое красное платьице. Тренды все соблюдены, так что, окей, тетя Кристен Виг, вы в тренде. Вы в тренде. Единственное, что, ну, хотя, возможно, даже и по пропорциям нормально у нее это все работает. Ладно, платье странненькое, но пойдет. Люди, ну вот честно, Криси Мэтс, она такая, знаете, положила руки как на стол, на пузанчик-то свой, и такая веселая, такая толстушка. Люди, не самообманывайтесь, это болезнь, это вот это перед вами, это болезнь, это ожирение, и через как быстро придет конец ее внутренним органам, это вопрос очень небольшого отрезка времени, потому что это надо лечить, а не восхвалять, как это вот сейчас происходит везде. Потому что нет, я даже не могу смотреть и комментировать это. Америка Феррера. Вообще без понятия, что она там делала на этой красной дорожке. На секундочку. Озвучивала «Как приручить дракона». Она была голосом Астрид, поэтому она там бегала по этой красной дорожке. Кастомное платье, специально для нее пошили. Альберто Ферретти бренд. Очень сомнительный образ. Возможно, и идет такая там мазонка. Но... Мне хочется плакать. Аврора, норвежская певица. Она вроде как выступала там на вручении. Пришла такая вся вот... Есть соболях! Немножко, ну, выглядит вроде как красиво, есть глазу за что зацепиться, но вот немножечко непонятно вот это вот ее этно-головной убор,
этно, вот эти вот моменты на ее кимоно. Норвегия, кимоно. В общем, нормальный костюм. Нет слов. В последнее время меня постоянно преследует фейспалм, когда я вижу где-то фотографии Билли Айлиш. Да. Потому что это просто невозможно вот на это смотреть. Такой Шанель. Вот эта вот пижама от Шанель. Я даже не знаю, что сказать. Ну, то есть такой бабушкинский какой-то наряд непонятный. Ну, если, вот честно, если ты уже разжирела, если ты не хочешь держать себя в форме, а хотя, если честно, я не могу абсолютно понять, у нее же вроде такой плотненький график тура, постоянно то там, то тут концерты. Как можно так себя запустить и разжиреть? Ну, уму непостижимо. Я понимаю, что она берет не своей сексуальностью, но мне кажется, что вот честно, что ты на нее не одень, мне кажется, что вот что ты на нее не одень, мне кажется, вряд ли она вот сможет выглядеть прям сексуально. Ну, потому что это либо дано, либо не дано человеку. Может быть, она просто не нашла еще свою внутреннюю сексуальность. Это просто ужасно, и все. А плюс вот эти вот ее когти. То Гуччи, то Шанель. Ну, серьезно. На дворе 2020 год. Люди, вроде им сейчас не нужно по столбам там куда-то лезть, по деревьям. Как раньше, там, в древности, возможно, еще надо было вот эти вот все навыки иметь. И для этого, как бы, когти нужны, чтобы нормально, успешно там по деревьям себе лазить. Я не знаю, по каким деревьям лазит Билли Айлиш, потому что, ну, зачем еще могут понадобиться такие когти? Для красоты? Нет. Для каких-то других потребностей, чисто технических целей, ну, тоже очень сомнительно. Ну, то есть для чего? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, для чего Билли Айлиш нужны вот такие вот когти просто бенгальского тигра. Нет, ну даже не бенгальского тигра, это скорее всего ястреба какого-то. Либо у динозавров были вообще такие когти? Ну, у них были, я знаю, прям такие. У летающих, наверное, да. У летающих динозавров еще, возможно, были. Ну, в общем, я не знаю. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Также в костюмчике пришла Диана Уоррен. Она сонграйтер. Блин, я забыла, как по-русски это слово. Ну, в общем, песни она пишет. Значит, ну, она очень забавно выглядит с вот этим вот хомутиком на шее. Ну, в целом нормально. Ну, единственное, вот эта нотка, хомутик, это как-то даже так, по-детски мило. Не знаю, что сказать. Вот как это просто занятная дамочка. Вот. Я даже не знаю, стоит ли заострять внимание на платьях, которые вот просто действительно красивые, обычные платья, и не о чем тут особо разговаривать, потому что вот украсила собой просто красную дорожку Скарлетт Йоханссон, достаточно красивое платье. Ну, там, правда, пузико немного у нее торчит, поэтому атласная такая юбочка, и не знаю, стоит ли такой материал использовать. Но в целом, если вот немножко так один глаз призакрыть, то класс. Молодец и умница. Чётко. Бри Ларсон. У нее платье непонятного производителя, назовем это так. No Name. Ну или, может, просто нигде об этом никто не писал.
Ну, в общем, оно мне что-то напоминает. Вот где-то я уже такое платье видела. Честно говоря, оно так тяжело смотрится. Вот ты смотришь, как будто бы ей на плечи положили. Я уверена, что этот материал еще не такой уже легкий. Я думаю, что он действительно весит, ну, нормально. Возможно. Но это не точно. Ну, в общем, создает впечатление, что ей очень-очень тяжело. Так что даже не знаю. Возможно, если бы там присутствовали какие-то плечики, это выглядело бы, ну, немного интереснее, потому что так оп, и все, и тяжесть. Поэтому, если тот, кто шил это платье, сейчас меня слышит, то я предлагаю бесплатно пока что вот такой вот апдейт плечики. Сделайте, это будет выглядеть немного похоже, там уже такие платья не одно делалось, но хотя бы не будет вот этого ощущения тяжести. А вот Сандра Ох, она вот даже порадовала, потому что ее платье, оно... Вот я сразу, когда его увидела, я подумала, о боже мой, какое платье. А потом, когда я узнала, что это еще и платье Элиса, все встало на свои места, я поняла. Просто вот Элиса, все коллекции, которые я видела, они всегда интересные, элегантные. И в данном случае это платье не стало исключением. Так что класс. Умеете, могете просто. Молли Симс. Не буду долго на ней задерживаться. Немного странно выглядит это платье. То ли она так стоит, то ли у нее правая сисечка как-то так опустилась в этом разрезе до пупка. Но, возможно, это опять же ракурс, но выглядит немножко странненько. Вот все вот это выглядит, как по мне, немного странненько. Вообще пиздец. Да это же стразики! Уи! Ну, я знаю, что очень многим нравятся стразики, но Ты все еще осуждаешь меня? вот Джанель Монае, по-моему, или Монае, ее вообще очень легко может стая сорок просто так оп и унести куда-то, потому что она вся обвешана этими камушками. Космическая Джанель. Сибли Сколс. Она решила, фу-фу-фу, не, камушки, не, это не мое, боюсь сорок, поэтому красная дорожка, это же там целая куча этих камер, фотоаппаратов, ну, камеры, фотоаппараты одно и то же, неважно, это все до кучи, плюс целая куча вот этих зевак людей, и вдруг кто-то сглазит, а вдруг еще кто-то в мой мозг из космоса там забьется как-то и начнет мне мысли какие-то рассказывать. Вот поэтому она решила просто в фольгу завернуться нормально, на голову она не рискнула одеть шапочку фольгированную, хотя стоило, мне кажется, стоило. Она просто решила покрасить волосы в серый, тем самым, типа, она такая, ну, типа, я в шапочке, но так, чтобы не парко было, поэтому вот так вот. Ну, платье как платье. Главное, чтобы она не сжарилась в нем. Но вроде не было никаких таких новостей, что кто-то там на церемонии приготовился. Итак, идем дальше. Sunrise, которая жена или партнер Марка Руффало, актриса. Она там, по-моему, в далеком 2003 году последний раз снялась в каком-то кино, по-моему, даже с мужем. И на этом вроде все. Смешно! Не поняли, да? Платье, ну, как-то немножко выглядит бедноватенько для оскаровской красной дорожки. Ну, потому что в Голливуде каждый вечер практически какая-то странная красная дорожка происходит. Но Оскар — это же вроде бы как бы солидное такое мероприятие, казалось бы. Вот, поэтому немножко простоватенько для такой церемонии. Вот такое вот платье. Гал Гадот. Ну, вот две шторки, такая, одна свадебная, другая траурная. Взяли их, смешали, замиксовали, ну, типа, как большинство всего сейчас делается. Ну, типа, вот это несовместимо, и вот это несовместимо. Вот давайте это совместим! И как бы, ну, что получится из этого?
ну, вы видите, что получилось из этого, непонятно что. Абсолютно, абсолютно. Лора Дерн. Я вот смотрю на нее и даже, не знаю, у нее тоже шторная тема, вот эти вот штучки на шторах, которые иногда висят. Странно. Что это, блядь? Это все, что я могу прокомментировать про это платье, потому что я даже, вот честно, я не хочу прям как-то сейчас... У меня немножко улеглось уже со вчерашнего дня, и я не могу вот прям как-то выдавить какую-то прям... Для меня это смешно, вот просто непонятно что. Джулия Баттерс. Джулия Баттерс, которая сыграла... вот эту вот девочку мелкую Once Upon a Time in Hollywood. Ну, разрисовали ее, конечно, учитывая, что ей сколько, 10 лет, я не помню. По-моему, 10. Да, ей 10 лет. И, конечно, для 10 лет ее разрисовали. А самое главное, что вот писали, значит, платье Кристиан Сириана, и у нее туфли лабутены. Их, правда, не видно, но надо же как-то вот написать, сообщить, что она на лабутенах в 10 лет. Я не знаю, есть какие-то туфли лабутеновские для вот чисто детская какая-то коллекция? Потому что я не вижу, я сейчас смотрю на эту картинку, я представляю себе, значит, эту 10-летнюю девочку на каблуках лабутеновских. Я вот даже сегодня специально, правда, это все равно как-то не попало в кадр, но я сегодня специально одела этот свой свитерок, вот, это Лабутен бренд. То есть там всегда нормальный такой каблук, и честно, вот такие глаза у меня были, когда я первый раз увидела это фото. Напишите мне, пожалуйста, там в комментариях, если кто знает, что действительно есть ли какая-то детская линейка обуви вот у Лабутен, потому что это страх какой-то происходит на красных дорожках. Да ладно. Вот, пожалуй, это все. Я как-то вообще даже не ожидала, но я, когда вот уже сейчас записываю это видео, я реально остыла, потому что до этого меня прямо аж разрывало, вот когда я только вчера вечером я эти платья увидела. Ну, а неизвестно еще, сколько я буду монтировать, прежде чем выложу это видео, когда вы вообще увидите. Давайте так сделаем. Комментируйте. Пишите, вот, отвечайте на те вопросики, которые я вам задавала. Мне очень интересно ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Давайте как-то, знакомиться, общаться, что ли, такое. Сделаем небольшое комьюнити людей, которым не все равно, кто, что, где, когда одевает. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Вот давайте вот туда вот в колокольчик, чтобы уведомления приходили, когда, если я буду новые какие-то ролики выпускать. Я пока что точно еще не знаю, как это все будет происходить, потому что это первое пробное видео. И я надеюсь, что вам оно немножко понравится, или множко. Хотелось бы, конечно, множко, но, в общем, нравится, не нравится, давайте это все отмечайте, и посмотрим тогда, может быть, я что-то еще поинтереснее придумаю, сделаю. Очень нужна ваша поддержка, давайте. Я еще вас не знаю, всех моих подписчиков, возможно, будущих, но я уже вас очень сильно люблю. Пока. Боже мой, но откуда у них такие имена, которые так тяжело выговорить? Это просто что-то невозможно. Язык можно ж поломать. Майя Рудольф. Ну вот она одела себе такой блестящий балахон. Она тоже в дикой опасности, что стая сорок опять же из-за ней тоже прилетит, потому что она такая, как выйдет. А хотя нет, там столько охраны было, что в принципе они могут за сорок точно не переживать. Хотя нет, как раз за сорок они могут и переживать, потому что там было отгорожено от людей где-то прям так 3,5 метра.
сетка-то стояла, а сороки ж могут и с крыши спикировать.